Представьте место, где время остановилось 300 лет назад. Где вместо улиц каналы, вместо небоскребов самурайские склады, а за каждым поворотом прячется тайна. Добро пожаловать в Курасики, город, который Япония скрывает от туристов. Вы готовы к путешествию? Если вы хотите поехать в Венецию, но по какой-то причине у вас не получается это сделать, приезжайте в Курасики. Курасики называют Венецией Японии. Поездка в Японию сейчас стала доступной, а в Курасики есть и каналы, и красот здесь тоже хватает. Да и гондольеры здесь тоже свои присутствуют. Но вообще все, что есть общего между Курасики и Венецией, это один канал, а точнее река Курасики. Несколько зданий в европейском стиле и немного венецианцев, которые приехали в Курасики на экскурсию. Но это не точно. И тем не менее, этот город нужно внести в список для посещения, если вы путешествуете по Японии. Курасики — это машина времени. Эти каналы и здания вокруг них строили для... Впрочем, ответ буквально через минуту. А сейчас небольшой лайфхак. Лучший ракурс для фото — это мост Ив. Но лучше прийти сюда на рассвете, когда туман стелится над водой. К сожалению, у меня этого сделать не получилось, но все равно. Пейзажи просто потрясающие. Вообще, раньше у этих мест было намного больше общего с Венецией или Амстердамом, поскольку здесь было большое количество островов и каналов. Сами названия населенных пунктов подтверждают это. Там, где в названии есть Шима или Джима, это значит, что раньше здесь был остров. Потом каналы засыпали, и все превратилось в сушу. В период Эдо Курасики был центральным перевалочным пунктом для обработки риса, который поступал сюда со всей Западной Японии. Потом рис складировали, обрабатывали, часть забирали на нужды сёгуната, сёгуна и его окружения, ну то есть тогдашнего правительства, а остальное поступало в свободную продажу. Вообще Курасики переводится как складская территория, складское поселение. И вот все эти здания, которые находятся вокруг, через канал, по эту сторону от канала, они были раньше когда-то складскими зданиями. Потом их постепенно превратили в рестораны, кафешки, бары, музеи различные, арт-пространства. Это то, как город приспосабливается в соответствии с веянием времени. На самом деле мне чем-то эта территория напоминает гамбургский район Шпайхерштадт. Конечно, архитектура там немножко другая, да, вообще точнее совсем другая, но концепция примерно такая же. Курасики — редкий город, переживший Вторую мировую войну без серьезных разрушений. Словно боги решили, пусть хоть здесь люди увидят, как выглядела Япония до небоскребов. Исторический район Бикан — это музей под открытым небом. Белые склады эпохи Эдо, каменные мостики и лодочки, которые катают туристов, так медленно, что можно успеть выучить японский за время прогулки. Вообще, центр Курасики мне очень сильно напоминает район Гион в Киото. Есть такой старинный район, ну, с гейшами, да, я о нем рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Но разница лишь в том, что в Киото вы будете постоянно в окружении туристов. Там везде толпа, а здесь людей практически нет. И это на самом деле классно, ну я не знаю кому как, но для меня это вообще хорошая атмосфера для того, чтобы насладиться настоящей Японией. Если вы думаете, что на этом интересные места в Курасики закончились, вы ошибаетесь. Курасики — это японская столица денима и японский джинсовый рай. Это тоже сложилось исторически. Во времена реставрации Мэйдзи японцы стали активно внедрять и улучшать западные технологии.
Вообще японцы большие мастера что-то перенимать у других народов и потом применять за счет постепенного улучшения. Ну вот кайдзен это же не что иное, как постепенное улучшение технологий. Здесь вспоминается интересная история, о ней я уже раньше рассказывал, но еще раз повторю. В начале 20 века, когда проходила индустриализация японская, в Осаке японцы решили построить там текстильную фабрику, да, и поехали во Францию, им там понравилось предприятие, и они его купили. И в принципе купили не только станки, а вообще и стены там до каждого кирпичика. И просто взяли все, пронумеровали, привезли в Японию в разобранном виде, и потом опять собрали кирпичик к кирпичику пронумерованный. Вот это показывает то, как они работают. Так более того, они наняли, значит, французских рабочих, которые осуществляли различные операции, и возле каждого рабочего стоял японский рабочий, который учился. Просто как робот повторял все операции, которые делал его французский наставник. Ну, потом, значит, французы уехали, японцы остались одни, стали делать сами и постепенно стали улучшать процесс. Так, почему я, допустим, беру запчасть там какую-то слева, перекладываю направо? Нет, не порядок, надо делать как-то по-другому для того, чтобы ускорить время. И постепенно они довели свою технологию до совершенства и стали работать быстрее, чем французы, то есть превзошли своих учителей. И вот, в принципе, этот пример демонстрирует японский подход. Как они работают, как они делают все эффективно и стараются постепенно улучшать. Однако, к сожалению, в последнее время, как мы видим, вот эта система стала давать сбой, потому что, с одной стороны, японцы могут эффективно внедрять технологии и усовершенствовать их, но с другой стороны, сейчас вообще необходимо это делать очень быстро, а японские корпорации это делают очень и очень медленно. Поскольку Курасики — это торговый город, здесь в первой половине 20 века произошел расцвет текстильной промышленности. Постепенно Курасики, и особенно район Кодзима, превратился в центр импорта и обработки денима из Америки. И довольно успешный, надо сказать. Сегодня японские джинсы из Курасики известны знатокам во всем мире. Это Деним-стрит. Вообще-то основной джинсовой меккой является Кодзима, но добираться из Курасики туда не очень удобно, поэтому в Курасике появился свой джинсовый уголок. Все здесь связано с этой темой, начиная от мороженого цвета денима и таких же пончиков манзю, и заканчивая различными лавками, предлагающими широкий ассортимент разных японских брендов. Вообще добраться сюда можно практически из любого уголка Японии. Дорога от Токио на скоростном поезде Шинкансен занимает примерно 3,5 часа, от Осаки где-то в районе 40 минут часа. Вокруг Курасики много находится интересных мест, но, к сожалению, в этот раз у меня не было времени для того, чтобы с ними познакомиться должным образом. Если вы досмотрели это видео до конца, мое почтение. Вы из тех, кто ищет что-то новое, и избитые места не для вас. Курасики ждет вас лично.